Следующий пункт – это раскладка. Здесь в целом все интуитивно понятно. Если стоит положение авто, то сервер в зависимости от количества участников будет сам формировать раскладку. 1, 2, 5, 10 человек. Он будет автоматически подбирать раскладку. Например, такую, на 2, на 3, на 9 человек, 4, ну и так далее. Либо вы можете выбрать раскладку самостоятельно, например, с равными панелями, тогда панели будут одинаковые, либо с фокусированными панелями, например, одна панель будет большая, а по краям уже поменьше. На самом деле вариантов очень много, их можно гибко настроить в зависимости от сценария вашей конференции. Кнопка «Сейчас» на экране показывает, кто на какой панели сейчас находится в настоящее время, и также какая сейчас раскладка на экране. В случае, если вас не устраивает ни одна из предложенных мозаик, воспользуйтесь конструктором мозаик и сделайте свою кастомную раскладку под ваш сценарий. Что очень удобно, так это то, что вы не только можете назначить на каждую панель своего участника, дойдем до этого момента через минуту, но и сохранить данные настройки как пресет, и в процессе конференции легко переключать пресеты, если сценарий вашей конференции подразумевает такой вариант. Например, вы назначили на панель, сюда, например, назначили скролл, сюда назначили презентацию, сюда назначили лектора, на 5-ю предыдущего лектора, на 6-ю панель назначили Александра Сергеевича Пушкина, сюда какой-нибудь видеоролик и так далее, после чего вы можете сохранить данную раскладку как пресет. Пресет успешно сохранен. Дальше назначаем Александра Сергеевича Пушкина на 1-ю панель. Видеоролик на 2-ю, презентация пусть остается на 3-й, на 4-ю мы назначим скролл, ну и так далее. И также сохраним это как пресет. После чего во время конференции в оперативном порядке заходим в пресеты. И вот они наши пресеты, 1-й и 2-й. Например, нам нужно, чтобы Александр Сергеевич Пушкин оказался на 6-й панели. Мы помним, что у нас есть такой пресет. Заходим в пресеты и выбираем, как мы помним, 6-ю панель. Вот он, наш Александр Сергеевич Пушкин, 102 номер. И меняем. Вот он появился здесь. И теперь в процессе конференции нам нужно, чтобы Александр Сергеевич Пушкин стал на 1-ю панель. Делается это ровно в 2 клика. Выбираем пресет, нажимаем «Изменить». Этот кейс очень удобен тем, что позволяет формировать совершенно разноплановые сценарии конференции. Пройдемся по панели справа, я обещал о ней рассказать. Прежде всего здесь есть поиск панели по номеру. Можно найти 13-ю панель, 10-ю или 1-ю. Кого же можно назначить на панели? Пройдемся по списку. Самое первое — это автовыбор. Сервер будет автоматически ставить на панели участников. Здесь есть кнопка «Все в автовыбор», при нажатии на которую все панели изменятся на автовыбор. Этого же результата можно добиться, нажав на кнопку справа. Следующий — пустой экран. Можно выбрать просто черный экран. Он будет отображаться в раскладке. Скролл, прокрутка. О ней мы говорили чуть-чуть пораньше. Вот здесь в настройках есть период прокрутки. Это время, в течение которого видны участники, находящиеся за раскладкой в конференции при назначении в мозаику, вот сюда, окна скролла. То есть, если вы назначите на 1-ю панель скролл, то время в настройках — это то время, в течение которого участники, которые находятся за раскладкой в конференции, будут попадать в эту панель. Двигаемся далее. Следующее — это презентация. На определенную панель можно назначить презентацию, и в этой панели будет показываться только контент презентации. Если, например, в некоторых сценариях подразумевается, что презентация является частью мозаики. Далее лектор и предыдущий лектор. Удобная фишка: когда идет режим диалога, то на одну панель вы можете назначить лектора, например, на 1-ю, а на 2-ю панель предыдущего лектора. Тогда для того, кто говорит, и для того, кто говорил до этого, формируется индивидуальная мозаика, чтобы избежать того, что если диалог оживленный, быстрый, участники не прыгали с панели на панель.
Для прочих участников они будут меняться, но для лектора и предыдущего лектора мозаика не будет изменяться. Они фактически будут видеть друг друга неизменно на панелях. Зеленым выделены абоненты, которые сейчас подключены к конференции. И последняя вкладка – это участники. Эта вкладка предназначена, если так можно выразиться, для тонкого тюнинга подключения. Например, зайдем в настройки абонента под номером 100. Если мы хотим этому абоненту настроить асимметричный канал, допустим, у него подключение идет через ADSL, тогда на скачивание у него может быть 8 мегабит, а отдать он сможет всего 500-600 килобит. Поэтому смотрим настройки. Если мы знаем, что, например, та сторона отдать много не может, выставляем в Receive RX. Это то, что принимает сервер. Например, 512 килобит. Ну и какое-нибудь небольшое разрешение. И поскольку мы знаем, что на скачивание у абонента скорость хорошая, поставим ему Transmission TX 1,5 мегабита и HD 720. Ну и такая тонкая настройка можно поставить абоненту, чтобы он подключался с выключенным или включенным микрофоном. И то же самое касается камеры. Также здесь можно назначить индивидуальную раскладку участника, это делается правее, вот здесь. Можно использовать общую раскладку конференции, либо использовать выбранную раскладку конференции, и участнику можно присвоить какую угодно раскладку, вплоть до собственной. И также здесь же, еще правее, можно удалить участника. Также мы говорили об этом чуть ранее, но напомню еще раз, можно выделить нескольких участников и всем поменять ширину канала, разрешение и FPS. Возвращаемся в управление. Чуть дальше есть возможность назначить время окончания конференции. Дата и время выставляется здесь. Далее справочная информация. Она считается следующим образом. Она суммирует все обозначенные битрейт абонентов. Например, у одного здесь 1,5. У второго 3, это уже 4,5 и так далее. Система не учитывает анонимов, поэтому данные весьма приблизительные, чтобы администратор конференции понимал, когда запланировал конференцию, сколько у него займется канала связи и не будет ли у него потерь, если он выйдет за рамки своего канала. Здесь есть еще одна кнопка «Добавить участника», она означает ровно то же самое, что вот эта кнопка, о ней мы уже говорили. Поиск можно искать по номеру участника, либо по имени. Например, 102 это Александр Сергеевич Пушкин. И также пишем Пушкин, здесь он также отображается. Кстати, поиск регистра независимый. Количество отображаемых участников, их может быть 10, 20, 50, 100 или 500. Перелистывание страниц с участниками. И также варианты отображения участников. Очень удобная опция. Можно отображать всех, только тех, кто в онлайне, только тех, кто в офлайне, отключенных на экране и на всех экранах. Особо хотелось бы отметить вариант на экране и на всех экранах. На экране опция показывает всех, кто находится в общей мозаике, а опция на всех экранах означает, что в этот список попадут те участники, которые не находятся на общей мозаике, но видны в индивидуальных раскладках. Запись. Здесь можно выбрать качество записи. Условно, если качество будет 720 и ширина канала 1 мегабит, то 1 час записи будет равен примерно 1 гигабайту. Учитывайте это обязательно, поскольку все пишется на локальном хранилище сервера, а место имеет свойство внезапно заканчиваться. Есть также возможность записывать только звук. И также для записи можно выбрать конкретную мозаику. Она может не совпадать с общей. По умолчанию пишется, конечно же, общая, но вы можете настроить один раз, чтобы писалось не общая, а, например, такая, какая вам нравится. Это может быть такая, такая и, опять же, даже собственная. И по умолчанию всегда будет писаться именно такая раскладка, которую вы выберете здесь. И нажмете, естественно, кнопку «Сохранить». Режим лектора. При нажатии можно сразу посмотреть, кто сейчас лектор. Очень удобная фишка. Если участник становится лектором, он подсвечивается голубым, а не лектор в данный момент зеленоватым. Суть этого режима в том, что участники видят только этого лектора, а он в свою очередь видит всех участников на экране. Об этом мы тоже говорили чуть раньше. Мозаика, про нее уже у нас был разговор. Функция пресеты нам тоже уже знакома. Удобная фишка для модераторов, о ней я рассказывал подробно. Расположение, также знакомый нам функционал, он нужен для того, чтобы понимать, кто на какой панели находится. Презентация.
Здесь всегда нужно выбирать источником скринкаст. Запустить презентацию можно как со стороны сервера, так и со стороны участника. Об этом более подробно мы рассказывали в одном из наших прошлых видео. И последнее — это веб-трансляция. Здесь есть несколько вкладок. Первое — настраиваем Unicast. Каждому будет идти вот такой поток. Здесь нужно иметь в виду, что канал для такого рода трансляции нужно иметь очень хороший и хорошо просчитывать свои возможности, иначе канал у вас забьется очень быстро. Но и следует понимать, что если не указано обратное, то расходуется один и тот же канал, и у вас может страдать качество самой конференции. Именно здесь включается чат. Можно сгенерировать пароль трансляции. Он используется вот здесь. Временная ссылка тоже находится здесь. Если конференция остановится, либо будет перезапущена, то ссылка перестанет работать. Если же вам нужна постоянная ссылка, то ниже можно сделать постоянную ссылку на веб-трансляцию. Если ваша инфраструктура поддерживает мультикаст, настроить ее можно в следующей вкладке. Следующая вкладка — трансляция на YouTube. Ключ потока можно взять в личном кабинете на YouTube. Вот эта команда нужна, поскольку YouTube часто меняет адреса серверов, поэтому лучше ее скопировать, ввести в командную строку и потом вбить сюда IP-адрес. Остается только включить галку «Трансляцию на YouTube», и если все поля заполнены корректно, то при запуске конференции, помимо HLS, будет еще трансляция на YouTube. Стоит быть внимательным, если вы один раз настроили трансляцию на YouTube, трансляция будет запускаться постоянно, пока валидны эти настройки. Так что если трансляция вам больше не будет нужна, то нужно будет зайти и отключить галку «Трансляция на YouTube». В пользовательском режиме можно настроить тонкие возможности трансляции, например, на другие сервера. Ну и также для трансляции можно выбрать, так же как и для записи, свою индивидуальную раскладку. Это были основные настройки конференции сервера. В следующих видео мы поговорим о настройках непосредственно системы сервера.